Ночью 8 марта 2014 года произошло событие, которое сложно вообразить даже сейчас, 7 лет спустя. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из Куала-Лумпура в Пекин. Управлял самолетом 27-летний Фарик Абдул-Хамид. Это был его последний тренировочный полет. Скоро пилот должен был получить официальный сертификат. Его инструктором был командир экипажа Захари Ахмад Шах. В свои 53 года один из самых возрастных пилотов Malaysia Airlines. Женат, 3 взрослых детей, владел 2 домами. В своем первом доме установил сложный симулятор полета от Microsoft. Захари часто летал на нем и писал на онлайн-форумах о своем хобби. На борту находилось 239 человек. Из них 227 пассажиров, 10 членов экипажа в салоне и 2 пилотов в кабине. Самолет был исправен, экипаж здоров, а погода по маршруту обещала быть хорошей, говорится в официальном расследовании. Boeing модели 777 получился удачным по всем параметрам. На самолет до сих пор стабильный спрос, лайнер крайне надежный. Первый серьезный инцидент с человеческими жертвами случился в 2013 году, через 18 лет после начала эксплуатации. Из-за ошибки экипажа самолет ударился в насыпь перед полосой в аэропорту Сан-Франциско. Лайнер загорелся, однако выжили почти все. Из 307 людей на борту погибло 3. Вскоре после взлета авиалайнер штатно набрал высоту 35 тысяч фунтов, что зачем-то 2 раза подряд подтвердил авиадиспетчерам и направился на северо-восток, в полном соответствии с запланированным маршрутом, над Малайзией через Сиамский залив к Вьетнаму. На 40-й минуте полета малайский диспетчер поручил MH370 связаться с вьетнамским диспетчером, так как самолет покидал зону ответственности Малайзии и готовился входить в воздушное пространство Вьетнама. Через несколько секунд с борта MH370 отозвались фразой «Спокойной ночи, Malaysian 370». Это было последнее, что мир услышит с борта под номером MH370. 2 минуты спустя происходит кое-что странное. В самолете отключают транспондер. Устройство постоянно передает радарам актуальную информацию, номер рейса, высоту и так далее. При деактивации транспондера лайнер превращается для диспетчеров в неопознанный летающий объект. Радары по-прежнему его отображают. Но что это за самолет, непонятно. Просто точка на экране без каких-либо сведений. Транспондер отключили точно в нужный момент. Тем временем судно меняет направление и берет курс на юго-запад, в то время как рейс предполагает движение на северо-восток. Во время расследования будет установлено, что маневр не мог совершить автопилот. Как минимум, при развороте самолет находился под контролем человека. Спустя час после вылета происходит еще одна необычная вещь. Отключается система ACARS. Она раз в 30 минут посылает через спутники массу технических данных, которые нужны авиакомпании, производителям самолета и комплектующих Боинга. Попытки диспетчеров связаться с MH370 не увенчались успехом. Ближе к 3 часам ночи руководство Malaysia Airlines получает плохую новость. Самолет исчез. Выйти на связь не получается. Лишь утром, через час после того, как Боинг должен был приземлиться в аэропорту Пекина, авиакомпания объявила о пропаже рейса MH370. Но даже тогда самолет все еще находился в воздухе. Спутники попытались связаться с лайнером для обмена данными в 8 утра, судя по местному времени. Сеанс не удался из-за отключенных на Боинг систем связи. Увы, нет даже примерных координат самолета в момент попытки контакта со спутником. Это помогло бы существенно сузить зону поисков. После 7 часов в воздухе топливо уже заканчивалось, а значит, область крушения должна была оказаться неподалеку от места запроса спутника. В следующие месяцы развернулась одна из крупнейших поисковых операций, на которую за все время было потрачено порядка $200 миллионов США. Но она не дала ровным счетом ничего. Спасатели изучили десятки тысяч квадратных километров поверхности Индийского океана, однако смогли сказать лишь одно – самолета нигде нет. Затем наступило 29 июля 2015 года. Через 16 месяцев после того, как самолет пропал, муниципальная команда по уборке пляжей на французском острове Реюньон наткнулась на несколько сумок и фрагмент крыла под названием флаперон. Бригадир команды Джонни Бек понял,
что это могла быть часть какого-то самолета, но понятия не имел, какого именно. Специалисты изучили деталь и идентифицировали ее как часть Боинга 777. Серийный номер показал, что это часть от MH370. Казалось бы, еще немного и тайну разгадают. Достаточно изучить течение, чтобы понять, откуда прибило обломки. Но все оказалось куда сложнее. По MH370 велось 3 официальных расследования. Первое, самое серьезное, австралийское. Оно подразумевало подводные поиски остатков борта, анализ радиолокационных и спутниковых данных, исследование океанских течений. Длилось больше 3 лет, стоило $160 миллионов. Закончилось безуспешно. Второе расследование вела малазийская полиция. Она собирала данные о тех, кто был на борту. Результаты засекретили. Чиновники боялись негативного влияния результатов на Malaysia Airlines и правительство страны в целом. Третье же расследование сосредоточилось на выявлении причины происшествия. Его должна была вести международная группа, но эксперты из других стран опять-таки наткнулись на скрытность малазийцев. Отчет на 495 страниц по сути гласил: причина исчезновения неизвестна. Наряду с местом падения Боинга 777 следователям не дает покоя еще один вопрос. Что на самом деле произошло? Пропажа такого самолета до 8 марта 2014 года казалась невозможной. Да, в истории были случаи бесследных исчезновений, но не лайнера длиной 63 метра и не в 21 веке. Основная версия авиационных экспертов, которые изучили тайну рейса, вертится вокруг угона. Эта теория объясняет главную загадку: почему в самолете отключили транспондер и адресно-отчетную систему авиационной связи. Но и здесь не все однозначно. Никто не выдвигал требований и не брал ответственность за произошедшее. Допустим, самолет захватили террористы. Пассажиры и экипаж вмешались, и захватчикам пришлось отказаться от некой основной цели, чтобы просто разбить самолет, как это было с рейсом под номером 93 United Airlines во время терактов 11 сентября 2001 года. Однако здесь вопросы к хронологии. Лайнер был в воздухе около 7 часов, и никто не попробовал выйти на связь по, например, спутниковому телефону. Исходя из этого, некоторые специалисты пришли к самой неприятной для всех теории. Самолет был захвачен экипажем. Подозрение в первую очередь пало на командира и второго пилота. Дело в том, что между последней фразой, сказанной обычным спокойным голосом без признаков волнения, и разворотом лайнера на 180 градусов прошло всего 2 минуты. Едва ли захватчики могли настолько точно угадать момент прощания с диспетчером и угоном судна. Траектория маневров лайнера говорит о том, что самолетом управлял профессиональный пилот. Следователи изучили биографии пассажиров, ни у кого не было лицензии на полеты. Заодно выяснилось, что на борту было 2 иранцев, которые путешествовали по поддельным документам. Но детективы не нашли никаких связей с террористами. Вероятно, люди были просто нелегальными мигрантами. По одной из версий самолет угнал командир Захари Ахмад Шах. Экспертиза авиасимулятора Захари показала, что он моделировал полет, примерно совпадающий с маршрутом рейса MH370. Путь лежал на север вокруг Индонезии, за которым последовал длинный перелет на юг, который заканчивался исчерпанием топлива над Индийским океаном. Малазийские исследователи утверждают, что это один из нескольких сотен полетов, которые были пройдены в авиасимуляторе. Это утверждение в целом правдиво. Также появились слухи о семейных проблемах командира и его увлечении девушками, если так можно назвать комплименты в соцсетях. Однако назначить виновника не получилось. В отчете о расследовании говорится, что ничего негативного в отношении командира и второго пилота не найдено. Семья и родственники Шаха все время заявляли о его невиновности, и на данный момент причины крушения до сих пор официально не установлены. При этом эксперты намекают, что хоть никого и не обвиняют, но главный факт игнорировать нельзя. Отключить транспондер, а также задать новый маршрут случайный человек не мог. Это определенно сделал опытный летчик. Время от времени появляются сенсационные находки в Google Maps. К примеру, якобы рейс MH370 нашли в джунглях Камбоджи, но подобное сложно воспринимать всерьез. Спутнику просто повезло сделать фотографию в момент, когда над зарослями летел крупный лайнер. Также у экспертов нет единого мнения по поводу причины крушения самолета. Специалисты сходятся в том, что лайнер выработал все топливо. Дальше начинаются разногласия.
По одной из версий, неуправляемый лайнер ушел в океан носом вниз. За время падения с высоты 11 тысяч метров Боинг набрал бы огромную скорость. Удар о воду в таком случае разрушил бы самолет на мельчайшие детали, но выброшенные к берегу фрагменты довольно крупные. Вряд ли тот же флаперон размером около 2 метров уцелел бы при вертикальном ударе о воду, если только он не оторвался из-за перегрузок во время пикирования. Поэтому сейчас стали говорить о другой версии последних минут лайнера. Самолет плавно снижался на малой скорости, словно садился на воду. Кто в таком случае управлял лайнером, непонятно. Обломки, которые могут принадлежать рейсу MH370, продолжают находить до сих пор. Так, в декабре 2018 года кусок пола Боинга 777 и несколько других фрагментов заметили у берегов Мадагаскара. Но активные поиски Малайзия пока что не возобновляет. Правительство требует весомых зацепок, прежде чем снова давать миллионы. До обнаружения новых обломков следователи вряд ли смогут подобраться к разгадке.